Большая луна. Но это утро. Вон, видите, солнце всходит с этой стороны. Уже высоко. И луна не ушла. У меня порядок, красота. Надо сделать удобрение, типа полить здесь и закрыть. Подготовить чеснок для посадки чеснока. Подготовить золу, чуть-чуть уксуса с водой и потом целое ведро долить воды и полить. Вот такие делишки. Будем работать. Доброе утро, друзья, товарищи. Смотрите, какая прелесть. По второму разу роза цветет моя. Это та, которую я покупала в этом году. Вот она весной цвела и сейчас зацвела, красавица. Больше красот у меня пока нет. Ну, так, по чуть-чуть. Сегодня утро туманное. Ну, здесь у меня тумана нету. Но роса, мокро. С ума сойти. Очень мокро. Все блестит. Эти розы мокрые, все мокрое. Я даже не знаю, когда это высохнет. Видите, как будто дождь прошел. Капельки. Нет, дождя не было. Это у нас такие росы сильные. А туман впервые я вижу. Ну что ж, он там на подходе солнца видно, а здесь-то не видно тумана. Так что вот. Осень, осень, настоящая уже осень. Пойду работать. Лук начинает всходить. Видите, всходит лук. Ну, мало, 2-3, а их 20 головок. А тут только 3 зашли. 4. Вот 4. Если медведка не съест, то будет 3, 4, 5. 5 штучек зашло, вижу. Больше пока нет. Так что вот. Будем ждать. В октябре, возможно, будет у меня, если не будет мороза, то будет у меня хороший лук. В температуре 10 градусов для него самый раз расти. Вот сегодня здесь 10 градусов в теплице. Здесь я посеяла укроп. Не знаю, когда это будет, конечно. Замоченный в кипятке. Замочила. Кипятком залила. Постоял пару часов укроп в воде. Потом жменьками, кучками посадила. Вот 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7. Если зайдет, значит зайдет через неделю. Будем смотреть. Висят у меня еще помидоры зеленые. И сами ветки зеленые. Я их обкромсала, конечно. Но все равно. Есть красненькие помидорки. Краснеют. Пусть краснеют. Яблок мало в этом году. Но все равно падают. Здесь красиво, солнечно с этой стороны. Тыквы висят еще. Очень много падают, и они гнилые. Вот. Есть хорошие. Вот. Красивые и сладкие, между прочим. Ой, смотрите, какое поле. Блестит все. Вам, наверное, не видно. Но поле все мокрое, блестящее. Ой, красота какая. Как после дождя. Это все после тумана, после росы. Сегодня вот здесь порядок надо навести. Прополоть все. Вот этот весь кусок. Там он посадила еще цветы, ромашки. Так что это надо прополоть, привести все в порядок. Ой, вот тут не кошено, я не знаю. Возможно, на выходных успею покосить. Но это же долго ждать надо, до 4 где-то часов вечера, чтобы это все высохло. Иначе ничего не получится косить. Растет быстро трава. Я ж только недавно косила. Смотрите-ка, уже сколько травки выросло. А на той половине тем более можно косить уже. Красота моя начинает цвести. Вовсю цветет. Октябринки в сентябре у меня. Впервые. Можно косить только так. Трава уже хорошая. Ну, не знаю. Если только на выходные. Сейчас никак. Не получится. Потому что меня сегодня рано заберут. И все. Ну вот здесь я полола. Хочу посмотреть, как у меня тут дела с кротами. Ну вот. Видите? Кол воткнула. А толку-то? Он все равно все перевернул здесь. Но в одном месте только. Надо будет, наверное, сегодня в ту дыру засунуть тряпку с отработанным маслом машинным. И вон, смотрите-ка, видите? 1, 2 и там. Короче, вот эти вот придется мне его немножко покормить. Вот он, а то иначе. А может это мышка. Посмотрите-ка, дорожка. Видите? Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Но это точно не крот. И здесь. О, дорожка. Это мыши. Слепыши пасутся. Вот зараза, а. Слов моих нет. Ой, здесь надо прополоть. Еще кусочек остался такой. Работа еще до фигушечки. Вот. Только вот дело в том, что все очень мокро. Мокро-примокро. Да, хорошо болтать, пошла работать. Вот такое туманное утро. Ну, уже тумана почти нет. Слегка. Красиво. Все равно на видео не так красиво. На самом деле трава вся белая-белая, блестит.
не передать. Вот такую полную баночку золы я всыпала ведром. Налила пару литров воды и добавила грамм где-то 50 уксуса. Все это размешала, постояла немножко и залила водой. Я не знаю, сколько здесь, литров 12, наверное, воды. Процежу в лейку и полью грядки. У нас такая теплынь стоит, даже уже с утра комары кусаются, ужас. А утром, конечно, у нас не тепло. Градусов 10, потом 14, и начинается жара. Но комары, съели уже меня. Процежу сейчас вот этот раствор в лейку и полью грядку. Там, где будет потом сажаться чеснок. Получились такие две лейки. Вот я залила все. Сколько тут? 2, 3, наверное, метра. 2,5 метра. Да. Залила 2 лейками. Даже видно, что зола есть. Но еще столько осталось. Залью. 3 ведра получается, значит, 12-литровых. Вот одно сделаю сюда, залью, и одно залью здесь, где у меня ягоды. Несколько тут клубничек посажено. Пошла делать раствор. Пока настаивается мой раствор, я пограбила листья немножко. Много даже, вон сколько. У меня начался листопад. Ну, слегка так падают, видите. Листья-то почти все зеленые. Но с яблонь все-таки желтый падает уже. Так что надо убирать он постоянно. И косить уже надо. Блин, так быстро растет все. Ну, пошла дальше поливать. Все полила. Даже здесь полила. Но здесь закрывать, наверное, не буду. Ну, посмотрю. Здесь укроп где-то растет. А там половину закрою. Тот кусок, где будет сажаться чеснок. Закрыла я белой тканью, черной не нашла. Ну, в 2 слоя, чтобы трава не росла до посадки. Не знаю. Вот такие вот гвоздики у меня. Очень удобно везде затыкивать. Потом посадим чеснок. А еще мне такие гвоздики нравятся. Видите? Такой. И здесь гвоздик. Вот такой. Вот, пожалуйста. Его можно выбрать, а можно заткнуть. Правда, не очень-то сильно рукой одной заткнешь. Даже иногда ногой приходится прижимать вот это. И вот так у меня все закрепила я. Отработанное масло. Бросаю тряпочку. Вот так. И в дырочку. В любимую дырочку, в которую он так все время старается пролезть. Это борьба у меня с кротами. Ну вот еще одна тряпочка. И тоже пошла в норку. Другую уже. Поглубже и подальше. Не надо мне делать здесь домиков. Не надо. Здесь еще вот один. Видите, делаю, опа, дырочку такую поглубже.
в ее же дырочки. И опять же замачиваю. Это отработанное масло машинное. И опять пошла в дырочку подальше. Посмотрим, придет или не придет, мы увидим после выходных, когда я приеду. Вот так. А здесь я просто влила в ямку возле этих цветочков. И тут посмотрим, появится, не появится, не знаю. Пока сегодня нету. Обычно стоит поковырять обычно, и они уже сразу появляются, опять вылазят. Но, увы, я залила здесь, вроде бы нету. Поживем, посмотрим.